Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Игорь Мосейчук на связи прямо сейчас. Игорь Владимирович, приветствую вас. Приветствую вас, Александр, приветствую наших уважаемых зрителей. Игорь Владимирович, начать наш разговор сегодняшний я хотел бы с ситуации, которая случилась в Монако. Подрыв Вадима Ермолаева. Это уже не секрет Полишинеля. Понятно, что это немножко прикрывают подробности. Пресса пишет немножко с ошибками о каком-то там человеке, с супругой, с ребенком. Но теракт зверский, безусловно. Судя по всему, что пришли, оставили рюкзак. Как сообщает пресса, там внутри всякие болты, в общем, арматурины, это взрывное устройство запускалось дистанционно, когда четко видели, что семья заходит, ну вот в холл или, как сказать, на крыльцо поднимается, там фотографии у всех все видели, они, конечно, шокирующие. Судя по всему, мужчина пропускает женщину вперед, у нее под ногами разрывается этот рюкзак, уже сообщают, что ей ампутировали ноги, в очень тяжелом состоянии сам олигарх, и немножко полегче, но тоже очень тяжело ранен сын 13-летний. Ситуация из ряда вон. Ситуация, понятно, имеет украинский след. След, безусловно, потому что все понимают, кто такой Ермолаев, да, когда он отказался от украинского гражданства, где он, собственно, и сын его старший с колл-центрами связан, и, конечно же, в Крыму бизнес, и, в общем, он сотрудничал достаточно с властью, с той, которая есть, и со спецслужбами. В общем, нужно четко понять, да, Монако перестает быть вот этим убежищем для такого рода толстосумов. А как удар по финансовому центру Тихой Гавани скажется на реноме, репутации Украины и вообще понимание, да, того, что происходит и какие люди ну вот, руководят страной сейчас. И, наверное, точно нужно вычислить человека, который это сделал, и, понятное дело, провести расследование. Второе громкое дело после убийства Портнова, а, ну, которое, собственно, ничем не закончилось. Поймали какого-то человека, сказали, он там из ДНР. Здесь точно так же будет? Ну, начну с конца. По одной из версий убийства Андрея Портнова следы ведут как раз в Монако к заказчику. Это одна из версий. И называют, что заказчиком может быть тоже молодой олигарх времен Януковича, господин Хомутынник со своим бизнес-партнером Фуксом. Насколько это соответствует действительности, утверждать не могу, но одна из таких версий, как говорится, гуляет просторами интернета. Теперь факты по покушению на Вадима Ермолаева. Значит, прежде всего, действительно, он шел, жена шла впереди, он шел, взявшись за руку, разговаривая с сыном. Жене действительно очень сильно повредило ноги, пришлось провести ампутацию. Сын ранен, не терял сознание, находится в детской клинической больнице. Сам олигарх пережил несколько операций. Я общался на протяжении вечера, ночи, утра с рядом и бизнес-партнеров Ермолаева, и людей, которые с ним дружили, и людей, которые его знали. Они в один голос утверждают, что это не может быть отжим бизнеса. Структурированность бизнеса Ермолаева такова, что его убийство, и он понимал, в каком мире он живет, в каком мире он работает, оно не привело бы к изменению структуры собственности. То есть наследники, отжать, одним словом, отжать бизнес у него практически невозможно. Власть В могла... В Украине-то, подождите, в Украине-то Подождите, пытались? Ну, власть его стойте. могла положить, положить, чтобы он ничего не стоил, не работал и так далее, но отжать, забрать себе его, если сам Ермолаев не отдал бы, его невозможно.
То есть версия атаки на него, чтобы лишить его бизнеса, она несостоятельна. Основной версией, которую рассматривают, по крайней мере, те, с кем общался я, является версия покушения из-за сына, старшего сына Артура, который занимался колл-центром. Как известно, Артура Ермолаева задержали в Эстонии около полугода тому, даже меньше, наверное. Обвинили в том, что на него работало 160 колл-центров, до 5 миллионов только у граждан Эстонии было выманено этими колл-центрами. Работали они по Европейскому Союзу, по США. В результате Артур Ермолаев пошел на сделку со следствием. Как я понимаю, сделка со следствием предвидит какие-то показания. И я думаю, он сказал, с кем с властью он работал, с кем другие колл-центры с кем работают и так далее, и так далее. И после этого он уплатил до 9 миллионов евро, получил условный срок и покинул Эстонию на частном самолете. Говорят, что именно с этого боку прилетело. Может ли быть причастна власть? Так не может, а 100% причастна, потому что все колл-центры поделены. Все влияние на колл-центры поделено. Одни колл-центры работают с СБУ, вторые с ГУРом, третьи с Будановым, четвертые еще с кем-то и так далее. Вчера, один очень интересный знаковый момент, связанный с колл-центром. Вчера вручили подозрение Коле Оболонскому, Коле Котлете, Николаю Тищенко. Вручили подозрение, что он якобы вымогал, у него попытка была, ему попытку вменяют в вымогательство, 1 миллион евро с колл-центра. Внимание, заявитель тесно связан с группировкой наркокартелем Химпром. Это не слова Коли, это факт. Если пробить заявителя по реестру, он является собственником целого автопарка, на котором как раз и передвигаются люди, связанные с Химпромом. С колл-центрами Химпрома, у них свои колл-центры есть и так далее. Значит, теперь, внимание, все колл-центры работают по схеме с органами власти, с силовиками. Все они связаны. И явно и Артур Ермолаев не мог работать, не будучи связанным. И Химпром связан, и Девятки связаны. Там называют версии причастность высока, я видел, это бывший глава Днепровской областной военной администрации, который курировал колл-центры. В большинстве своем Высак работал с Девятками. Есть его фотографии, есть все. У меня когда я вчера увидел новость про подозрение Николаю Тищенку, у меня возник вопрос. Мы же не сомневаемся, что Коля мог вымогать 1 миллион. Даже не ставлю под сомнение. Вопрос в другом. А что, колл-центры – это законно работающий бизнес? Получается, да. Да. То есть, если Коля Котлете подозрение за вымогательство с них, а им ни хиба, то выходит, это законно, это не мошенничество разводить лохов в Евросоюзе, в Америке, в России, в Украине в самой, собственно, да? Интересна логика власти, правоохранителей и, надо заметить, НАБУ.
потому что подозрение Тищенку вручило НАБУ, а заявитель — человек Химпрома. Внимание, дальше. Э, Покушение на Ермолаева. Возвращаемся. И почему я вспомнил Химпром? Значит, 90-е. Я прожил 90-е. Многие наши зрители были, есть понятия, по крайней мере, для нашего поколения. Их озвучил Аль Пачино устами своего героя в фильме «Человек со шрамом». С детьми не воюю. Так вот, нажать на кнопку взрывного устройства, когда мог погибнуть ребенок, никто бы не нажал, кто понятийный парень. Это кто-то беспредельный. Беспредельный не просто тот, кто нажимал, а тот, кто давал команду. И тут у многих на устах параллель с событиями на Бали, где был расчленен один из молодых людей, работающих по теме колл-центров, и еле спасся еще один сын известного авторитетного в Днепре человека, Александра Петровского, по имени Ермак. Не путать с Аллой Борисовной. Вот. То есть мы видим, как мошеннические колл-центры, которые приносят миллионы, которые грабят, нам рассказывают, что они грабят только россиян. На самом деле они грабят украинцев, европейцев, американцев. Россиян уже они поначалу разводили и грабили, сейчас все тяжелее и тяжелее это делать. И через того, что интернет в России специфически ограничен властью, и через то, что люди уже проинформированы, и денег не насколько много, сколько можно с жирных, ну, европейцев или американцев, ну, слупить. Ну и вот разборки мы видим. Расчленение на Бали, взрыв в Монако. Я, кстати, скажу по поводу, вы очень правильно подметили, гавань. Гавань для жирных кротов. Их, я думаю, сейчас попросят оттуда. Такое уже было в истории Монако, притом это было не с терактом, потому что это первый в истории, да, теракт Монако. Это было, когда убили, пытались сжечь, поджарили, как они говорят, одного там русского бизнесмена, и тогда россиянам дали 24 часа убраться с Монако, а те, кто не уберутся, будут поднимать вопросы собственности, ну и так далее. И вернуться разрешили где-то через годы, 2 месяца, 1,5 года, я не помню, ну где-то в этом пределе. Я думаю, что батальон Монако, ну наш украинский нынешний, ожидает тоже что-то подобное. Русский след нарисуют, как вы думаете? Это Ну, они традиционно могут... уже. Не, послушайте, Александр, ну, если кто-то выйдет, я пока не видел даже таких сумасшедших, там, даже в офисных помойках, искать о русском следе, ну, можно плевать в морду сразу, или это самое, ну, ребята, какой русский след? След, что ни на есть, украинский. След, что ни на есть, это самое, связанный с колл-центрами. След, что ни на есть, связанный с крышеванием колл-центров силовиками, ну, украинскими, ну и так далее, и так далее. Исполнялось это наглыми, беспринципными, беспонятийными людьми, бывшими военными с фронта многие такие приходят. Но тут главное не то, кто исполнял. Циник исполнял — это одно. Циник и приказ отдавал. И беспонятийный человек отдавал приказ. Поэтому, ну, тут, знаете, Александр, я думаю, стоит задуматься над тем, что это первый такой звоночек.
А впереди у нас еще, наверное, сотни тысяч смертей, заказных убийств с помощью дронов и других вещей. М, Давайте все-таки, ну вот если максимально общо посмотреть на эту ситуацию, ну, Монако непростое место. Там очень непростые люди. Конечно. И понятно, что вот этот момент, который связан с Украиной, с украинскими спецслужбами, наверняка в этих финансовых элитах будет обсуждаться с точки зрения того, насколько много позволено Украине. Вот сейчас же очень много позволено. То есть мы понимаем, Уже что... обсуждается, смотрите, в Монако никто не пользовался охраной. Вообще в Европе и олигархи, и наши коллеги, которым, ну, угроза, да, существует, журналисты, я имею в виду, не пользовались. Редко кто пользовался, ну, какой-то сильной охраной. Практически нет. А у Монако вообще, ну, нет. Сейчас уже я понимаю, что идет пересмотр этого всего. Уже все понимают, что все под угрозой, что у власти тормозов нету, раз Монако. Химпром это, девятки это, тридцатки, сороковки или сотки, не важно. Важно то, что все они под крышей государства. То есть это разрешено было сделать. Или плевать, разрешено или нет. Соответственно, под угрозой все и вся. Парни со стеклянными глазами уже бродят Европой. И мы слышим, что в связи с этим терактом сейчас начали вводить ограничения и не впускают в Европейский Союз людей, которые принимали участие в боевых действиях. Ну и так далее, и так далее. Ну, по поводу этих людей, которые принимали участие в боевых действиях, это, конечно, понятно. Тут, в принципе, людей призывного возраста поднимается Ну, вопрос, а нужно или не нужно допускать. другой вопрос. Я думаю, с этой историей глобалистов ничего не выйдет. Они станцуют на своих же граблях прав человека, и права была депутат Бундестага, которая вчера сказала, что принятие этого ограничения будет перечить Декларации о правах человека. То есть я вангую, что в экстренном режиме будет решение ЕСПЧ, потому что это жизни касается, и оно будет отменено. То есть это все, понимаете, если разрешили концлагерь зеленый создать Зеленскому, это не означает, что всю Европу разрешат превратить в концлагерь. Ну, пока что европейцы достаточно вяленько, собственно, выполняют свои задачи. Я имею в виду европейские спецслужбы, и вот мы видим, резонанснейшие вещи происходят там. Но период, да, в котором это происходит, опять-таки победные реляции со стороны Украины. Зеленский сегодня публикует видео и говорит, вот мы поразили в Подмосковье, вот это Дубно, да, Дубно, вот это, в общем, космический центр, мол, не хотят россияне идти на переговоры, и вот, в общем, ну, вот так, да, будет и дальше. Насколько есть запас хода у Зеленского с европейцами ввиду того, что мы сейчас же видим прямую связь бизнеса и государства. И, насколько я понимаю, подобные инциденты в Монако будут как бы прямо влиять на европейских политиков, которые говорят, елки-палки, давайте уже заканчивать. Тут вот китайцы здраво пришли, да, ну, на заседании ООН, вышли и сказали, давайте устраним первопричины и, в общем-то, закончим войну. Ну, такие они за все хорошее против всего плохого. Стандартное заявление, вроде как ничего нового, но время очень важно. Когда Г-7 не публикует ни слова о мире, когда 806 дронов сбивают над Россией, это официальный отчет Минобороны за прошлый удар. То есть
мы понимаем, что Украина на коне, Украина, у нее опора, ну, дроновом коне, да, у нее опора Европа, а в Европе происходит беспредел. Смотрите, властные пропагандисты создают нам параллельную реальность. Мы бьем по России дально, уничтожаем НПЗ, и поэтому мы побеждаем. Потом заявление Зеленского. До зимы, до Нового года, вообще за зиму россияне не смогут взять Славянский Краматорск. Друзья, кто сказал, что россияне нацелены на Славянский Краматорск этой зимой? Кроме наших никто. Это параллельная реальность. Давайте посмотрим на реалии на земле. Лиман потерян. Константиновка полностью серая зона, только подтверждения потери нету. В Днепре вчера, на Днепропетровщине, форсировали реку небольшую и заняли 2 населенных пункта продвижения за 15 километров в сторону Покровска-Синельникова, что физически даст возможность перерезать уже дронами контролируемую дорогу на Запорожье. Удары по Запорожской ГЭС, по Днепрогэс, по дороге, что вообще может отрезать Запорожье. 15-12 километров до Сум и обстрел пригородов со ствольной артиллерии. Прорыв в Казачьей Лопани в сторону Лимана с целью перерезать Киев-Харьков трассу и отрезать, собственно, Харьков от Украины. Ну и вишенка на торте заявление Путина, что будем воевать, пока не освободим ДНР и Новороссию. Хочу напомнить, А что в где Новороссии... граница Новороссии? Да, хочу напомнить, что границы Новороссии каждый малюет с представителей России по-своему. Одни говорят, это вот там только Херсон, Запорожье, другие говорят еще Николаев, Одесса, а третьи говорят, что и Слобожанщину туда подай, с Харьковщины и Сумщины. А четвертые вообще говорят левый берег. То есть на фоне этого идет информация о подготовке наступления на Киев. Говорят, тут территория Брянской области, на Чернигов, ну и так далее, и так далее. И там будет угроза уже Киеву из малых дронов, ну и так далее. А нам победу. Нам говорят, все, бьем по НПЗ, бьем по космическим центрам, бороздим небо российское и Ну, побеждаем. причем даже опубликованное видео Зеленским. Летит дрон в синем небе, где-то там дым в той стороне, вот там Дубна это, да, вот где-то там. Ну и Вы, Зеленский это, конечно, да. преподносит как победу. Выходит Сырский и говорит, мы с Нового года освободили 500 квадратных километров. Я вот это как услышал по сегодняшний день с лупой, в очках, лажу по карте, найти не могу. Самый большой прикол, 500, вдумайтесь, 500 квадратных километров, огромная территория, и не названо хутора сраного, извиняюсь на слове, который был освобожден. Ну зачем так лгать? Просто лгать. Понимаете? А вчера там начинают звонить моим друзьям, а зачем Мосейчук так сильно торпедирует вопрос с Келли? А Так что не, это вы правда? так не убивайте людей. Вы бусифицируете людей. Понимаете, вдумайтесь, тут же это даже не вопрос бусификации, это даже не вопрос загоняния насмерть, ну, на тренировках или так далее. Нет, это чистый криминал. Друзья, криминал. Есть у вас бизнес-конкурент, вы можете обратиться к правильным людям, его бусифицируют, отвезут в скелю и утилизируют.
Нравится вам какая-то женщина, она замужем, вы ее мужа можете в скелю отправить. Я не шучу. Я не шучу. Понимаете? Нам начинают рассказывать, не поднимайте его вопрос скели. А потом выходит этот, как его, этот бегущий банкир, Анистрат, да, кается, Александр? Да. Выходит Анистрат и говорит, агентура ФСБ круто, круто, просто круто поработала, чтобы подорвать мотивированность и потенциал украинцев защищаться. Говорит, в 22-м очереди стояли, а сейчас нифига нету. Так я могу господину Анистрату ответить. Все вопросы контрразведки СБУ. Почему до сих пор не арестованы все ТЦКшники, которые занимаются бусификацией? Потому что больше них, никто не демотивировал. Ну, а как может, Демотивировали. о какой мотивации может идти речь, Игорь Владимирович, когда родной город Зеленского, да, Кривой Рог, а, мужчина один воспитывает дочь. Причем все официально, по всем документам, то есть матери нет, он один. Вот шел как бы забирать из детского сада дочь. Его бусифицировали и приняли. Директриса, а так как это бывает там? Ну, никто не пришел за ребенком. Выяснили как-то, ну, все-таки на районе там посмотрели. Она берет эту дочь на руки, идет в ТЦК и говорит, что вот, дочка, вот вы бусифицировали, ну, неправильно бусифицировали, не с кем оставить дочь, я директор садика. То есть у нас просто не сложено все. То есть директор садика, директор чего-нибудь, никакого статуса, ничего абсолютно. Ее развернули, сказали, нет, отца не выпустили, ну и что? Она сейчас вот разбираются, конечно, подняли шум, но она сейчас осталась, несколько дней, наверное, будет точно жить у директора садика дома. Ну и ходить в садик, получается, с Ну директором. вот вам пример. Вот вам пример. Отношение к людям. Как это не демотивирует? Демотивирует. Это демотивирует, и самое главное, вот этих вот подонков с ТЦК, их никто не привлекает к ответственности. Бей, насилуй, что угодно делай, аби выполнял план по загону украинцев на утилизацию. И потом эти воинские части гонят на мясо и все. Говорят, это русская пропаганда, кремлевская пропаганда. Подождите. А давайте посчитаем, сколько в мясных штурмах полегло, сколько насильно загнали, а командиры начали стреляться. Никто не задумывает, что происходит. Понимаете, а нам продают 500 квадратных километров освобожденных территорий. Круто, конечно, нам продают пантеон героев, орден Европы, что нам еще продают, памятник Ивану Степановичу Мазепе в центре Киева. Понимаете, нам продают тут, кушайте, не обляпайтесь. Пантеон героев, правда, Зеленский, сука, учебник истории на пеньку скурил. Он же, когда принимал решение о названии батальона Героев УПА, он даже не представлял, и когда с Навроцким общался о Волынской трагедии, он не представлял, что это такое. Вот президент страны не представлял, что это такое. Скурил. Не зря же его чинариком в школе называли. Скурил книгу, учебник истории на пеньке. Теперь создает пантеон героев. Ну, пантеон, как правило, создается с целью. Цель, как правило, объединить, примирить общество и тому подобное. Я был в 2 пантеонах. Я был в пантеоне на севере Италии, который посвящен Первой мировой войне. В одной части пантеона похоронены итальянцы,
итальянские воины, в другой части пантеона представители Австро-Венгрии, которые воевали между собой. Посредине церковь, память, ну и так далее, и так далее. Это понятный для меня пантеон. Пантеон примирения между двумя народами. И приезжают люди, приезжают итальянцы, приезжают австрийцы, представители других народов тогдашней Австро-Венгерской империи на могилы своих предков. Это для меня история понятна. Для меня понятна история долины павших в Испании, где после гражданской войны Франко даже без согласия в некоторых случаях родственников похоронил с одной стороны в пантеоне, храме Господнем, похоронил с одной стороны фалангистов, националистов, монархистов, с другой республиканцев, анархистов, троцкистов, потому что цель была примирение. Еще и запретил обсуждать гражданскую войну. Они и сейчас там не очень активно разговаривают. А тут пантеон, как мне сегодня утром один человек звонил, притом абсолютно такой патриотический, проукраинский человек, бизнесмен, звонит и говорит: слушай, ну они совсем с ума сошли. Они туда записали всю дивизию СС Галичина, ну и все, что вообще, людей, коней, собак и все, что только можно. И собираются на этом делать какую-то национальную память, потому что Зеленский толком не понимает, а ему что-то подсовывают, и он на что-то соглашается. Я вам скажу больше. Я знаю ученого, который смог там зайти к Зеленскому, когда начал возникать вопрос противостояния с Польшей, да, и говорит: Владимир Александрович, а давайте снимем вот это вот сейчас, отменим, создадим рабочую группу, историки, ученые, проработаем как-то и найдем консенсус с Польшей, и все. Он говорит: да, в задницу и Польшу, и поляков. Ну, последствия мы видим. Сейчас украинцы все на территории Польши, ну, которые очень благодарны Владимиру Александровичу Зеленскому, а может он для этого, ну, это все и сотворил, понимаете, да? Ну, я ж не знаю, чтобы своих соотечественников вытолкнуть с Польши. Все может быть. У этих товарищей зеленых ума хватит. Другой вопрос. Вот Польша имела такую же конфликтную ситуацию с Литвой. Знаете, как они вышли? Мой друг, доктор исторических наук Олег Однорошенко, он так предлагает и с этой ситуации выйти. У литовцев тоже были непростые отношения с поляками по поводу противостояния армии Краевой с лесными братьями и так далее. Вышли с этой ситуации очень просто. Литва не поднимает вопрос о тех, кто преступления на территории Литвы делал против литовского народа, поляках, а поляки не поднимают вопрос по поводу литовцев, которые, по их мнению, делали преступления против польского населения там. Это Ну, формул. если честно, вы какой-то, ну, какой-то неправильный, ну, там, вы не политик сейчас, вы были политиком, неправильный какой-то у вас подход. Ну, наоборот, надо разделять и властвовать. Что значит Не-не, снимать надо вопросы? объединять. Ну, как Запрос... ну, смотрите, фигура Мазепы, она же классно всех объединяет. Мазепа же потрясающий украинец. Он и поляков кинул, и русского царя кинул, и вообще замечательно как бы Смотрите, двигался по жизни. смотрите, я не хочу сейчас обсуждать личность самого Ивана Степановича. Она действительно по своей жизни очень и очень как противоречива, так и интересна, и как отталкивающая, так и захватывающая. Ну, в разные периоды по-разному. Не зря ж там во всех музеях многих мира есть картина с Иваном Степановичем. Он, правда, там голый к коню привязан. Это самое за то, что
к одной шляхтинке подбивал клинья. Это самое. Но и стихи этому посвящены, многих известных, Гёте, Байрон, ну и так далее. Но я о другом. Смотрите, выходит Зеленский в Лавры, открыли по грудь Мазепе. Ну, в Лавре оно хоть еще уместно, потому что он как меценат деньги давал на Лавру, и много давал. И говорит, вот вместо Ленина будет стоять Мазепа. А у меня сразу вопрос, а почему не Константин Иванович Островский? А почему не Вячеслав Черновол? Почему не Левко Григорович Лукьяненко? Да в конце концов, это же Киев. Почему не Терещенко с Бродским, который инициировал Бродский построение Бессарабского рынка, откуда деньги шли на содержание там детей одаренных и так далее, которые инфраструктуру Киева расстраивали. Может, хватит? Но мы ж не в императорской России. И решение у нас же есть какое-то местное самоуправление, которое, ну, давайте, пускай киевляне решают, какие памятники в Киеве будут стоять, а полтавчане решают, какие в Полтаве, а львовяне какие во Львове, харьковчане какие в Харькове. Более того, вы знаете, я на днях имел удовольствие иметь дискуссию с Андреем Ермолаевым, и я разделяю его точку зрения о том, что в повоенной Украине надо отходить от этой советской модели, которую Кучма там озвучил, ну, с трибуны парламента, когда циники цинично его награждали. Он сказал, 27 этих административных единиц – это красные линии. Так надо уходить от 27. И не потому, что мы потеряли территорию, ну, отказываться, по другой даже причине. Есть региональные особенности. Экономические, политические, культурные, исторические, религиозные, ну, разные, да? И давайте скажем, что Галичина – это Галичина, Волынь – это Волынь, Наднепрянщина – это Наднепрянщина, Слобожанщина – это Слобожанщина и так дальше, и так дальше. Потому что мы районы укрупнили, да, а областя у нас остались, вот так и остались. Вот. Ну, поэтому я считаю, что вопрос регионального изменения территориального устройства по региональному принципу очень даже ко времени в поствоенной Украине. Ну, а если говорить о вот этом цинизме, который мы наблюдали в парламенте с награждением Леонида Кучмы, отца всех олигархов, дикой приватизации, продажи, передачи в Россию вооружений этих ракет и самолетов, которые нам сейчас на голову летят украинцам, заказчику убийства Гонгадзе и Вячеслава Чернового вручают премию его имени. А когда поняли, что дурницю сделали, решили придумать, что це вже не Чернового, а Левка Лук'яненка премия. Хотя большой разницы нет, кроме того, что Лукьяненко Кучма не успел заказать. Он все равно был его оппонентом. Ну и вообще, это же не дедушку Кучму награждали, скажем прямо, награждали одного из любимых олигархов. А потом я думаю, а зачем им Кучма понадобился? Думаю, и тут бах! Вылазит этот фальшивый еврейчик, который фейерпонтом фунт Миндича и Зеленского, Денис Штиллерман, и говорит, Конституция должна быть изменена. Человек, который там без году как получил паспорт, ну, украинский, говорит, Конституцию Украины надо поменять. Изменения 2004 года отменить и пойти по пути Виктора Федоровича Януковича, строить президентско-парламентскую, лучше президентскую
Власть, то есть давайте де юре узаконим диктатуру Зеленского. Она есть де-факто, давайте мы ее де юре узаконим. А вы Ну, против, Игорь знаете, Владимирович? что-что? Вы против? Ну, конечно, против. Ну, Ну, подождите, у нас... Я, если честно, немножко прозрел от самого факта подобных заявлений. Одно дело, когда он говорит ядерная бомба, что там такого, ну, типа, да, вот, ну, как бы по своему какому-то профилю, что мы там направлению, будем да. Москву будем лупить, там у нас вот ракеты, у нас баллистика. Понятно, что это все промоушен, да, ну, промоушен своей компании. Они же четко там на пленках беседовали, Миндича, да, что они хотят... Пока идет война, пока мы зарабатываем. Не будет Да, войны, не будет бабла. и они хотят этот Firepoint спихнуть, ну, продать каким-нибудь шейхам, не знаю, все равно кому. То есть спихнуть, деньги поделить. Но для того, чтобы продать подороже, нужно заявление покруче. А это заявление, оно же абсолютно, первое, обнуляет вот этот святой Майдан. Сейчас же тоже так интересно, советница офиса Федорову говорит, пишет там, такая есть Страхова, пишет такая, Федорову даю бесплатный совет. Значит, те предприятия, которые не останавливают работу, да, на минуту молчания, взять и лишить брони начальников и руководителей. Потужно, слушайте. А какой-то непонятный Штиллерман нам говорит, как государство должно функционировать. То есть я, если честно, вообще не понял этой компетенции. Такое Смотрите, ощущение, что... смотрите, ребята, внимание, дело очень серьезное заявление. Все, вот смотрите, был брошен камешек фальшивым евреем Штиллерманом. Он, кстати, очень понятен. Он фунт конкретных людей. Тимура Миндича и Владимира Зеленского. Владимира Зеленского и Тимура Миндича. Когда говорит Штиллерман, вы сразу представляете себе, вот тут Миндича, вот тут Зеленского. И поймете, кто это говорит. Так вот, я сначала тоже подумал. Думаю, ну, либо полезный идиот, дурак какой-то, либо провокатор. Но я же сразу после этого ушки на макушке промониторил информационное пространство. Речь идет о государственном конституционном перевороте. Вечером того же дня, после заявления Штиллермана, вылазит этот Стефанчук на экран и говорит, нас ожидает серьезнейшая работа. Мы должны изменить законодательство, в том числе Конституцию, что позволит нам вступить в Европейский Союз. Ну, не изменим, мы не вступим. Теперь внимание. В Европейский Союз нам все заблокировали с первого кластера. Заблокировал Мадяр, Питер Мадяр, Венгрия. Обещает Словакия останавливать. Теперь уже Польша заявила, с Бандерой никакого Евросоюза не будет. А тут нам говорят, мы должны изменить Конституцию. И что я вижу? Они сейчас, и я знаю это уже точно, потому что там брат Стефанчука и Гамалия, это их не смотрящие за Хмельницкой областью, сидели на выходных, подбухивали и рассказывали там всем, кому не попадя. У них готов новый проект Конституции. Я единственное не знаю, они его будут путем изменений или принятия новой Конституции вводить, не знаю. Но цель там одна. Установление диктатуры Зеленского, установление президентской полностью вертикали власти. Стефанчук это все приготовил и будет протягивать под видом изменений, необходимых законодательных Украине для вступления в Европейский Союз. Под Так, прикрытием... подождите, не берут же диктатуры в Европейский Союз. Нет, так Или они берут? скажут, мы демократию. Они и так знают, что никто никого никуда не берет. Ну, Александр, никто ж никого никуда не берет. Они это знают, понимают, Более того, я не удивлюсь, что вот эта история с поляками, противостояние,
она и сделана для того, чтобы в конце концов, уже после изменений законодательства, выйти и сказать: а эти ляхи не пустили нас в Евросоюз. Понимаете? То есть законодательство изменим под диктатуру, а в Евросоюз же никто и так не берет. Вот и все. А, Законченный, завершенный государственный конституционный переворот под видом евроинтеграции. Вот что нас ожидает. Вот что нам продают сейчас. Какой бы вы прогноз дали на войну? Ну, свет уже отключают по вечерам. Ну, прежде всего, друзья, по предварительной информации сегодня ночью, возможно, завтра будет очень серьезный, наверное, самый сильный удар по Украине, ракетно-шахедный, комбинированный. Как будут отбивать, как выдержит энергосистема, будут ли бить по мостам, опять же, сейчас вопрос. Берегите себя, это прежде всего. Второе, мы находимся в критической точке войны. И какие-то, если не переломные, но трагические события, которые могут повлиять на ее исход в дальнейшем, произойдут, я думаю, в ближайшие несколько месяцев. Поэтому каждому из вас, друзья, лучше подумать о будущем себя, своих детей. Мы так коснулись Беларуси сегодня, Игорь Владимирович. Но на самом-то деле, если так посмотреть объективно, слушайте, Лукашенко красавец. Ну, конечно, Поехал, конечно. поехал, встретился с Путиным, поехал в Китай. Там сейчас непонятно, будет он в Северной Корее или нет. Ну, то есть собрали, ну, совбез, я уже упоминал, по поводу удара по автобусу. И там китайцы выступили, сказали: все, давайте заканчивать. То есть ядерный зонтик есть от Путина, спецназ из Кореи, они уже доказали как бы эффективность свою. Китай это все дело, ну, скажем так, прикрывает политически на вот таком геополитическом уровне, то есть И экономически. будет как бы мир продвигать. Что вы думаете ждет нас все-таки из Беларуси? Потому что заявления последних там дней, ну или там последних часов, они же разные, но они четкие. То есть сначала была пауза. Непонятно, что они там 2 дня обсуждали с Путиным, а потом раз, сунетесь, получите. Я хочу сказать, что глава ГУР Минобороны Украины посетил Беларусь и имел встречу с Лукашенко и военно-политическим руководством Беларуси перед тем, как он отъехал. Были ли переданы какие-то сигналы Путину и еще кому-то, я не могу утверждать. О чем говорили, тоже как бы визит был, встречи были. После этого было двухдневное сидение на Валдае без какой-либо информации, потом визит к Си, ну и сейчас дальше по плану. Я не думаю, что Беларусь вступит в войну с Украиной. Более того, я думаю, что в отличие от Зеленского, разбираясь в истории и четко понимая, что Беларусь никогда, ни при каких обстоятельствах не воевала с Украиной исторически, в отличие от других государств-соседей, я уверен, Лукашенко этого делать не будет. Защищаться, да, но он, в отличие от Зеленского, учебники истории читал и знает, что наши земли и земли Белоруссии жили в 3 государствах вместе. В Великом княжестве Литовском, в Российской империи, в Советском Союзе. Жили мирно, дружно, помогали друг другу, противостояли врагам вместе. И нарушать сейчас это, ну, я не верю.
А вот наступление с Брянской области на Чернигов вполне реально. Ну, это наступление с какой целью? Киев Киев будут брать? или принуждать. Э, Когда говорят о завершении конфликта, никто не договаривает несколько вещей. Без смены режима ничего не кончится. Либо перезагрузка, смена режима. Когда я раньше говорил о финском варианте, сейчас хоть бы грузинский состоялся. Без смены режима ничего не будет. Без решения гуманитарного блока вопросов ничего не будет. И то, что я предлагаю с мораторием, это лайт-вариант, потому что чем дальше в лес, тем больше дров будет и в гуманитарном вопросе. В вопросе статуса нейтрального и многих других вещей. Вот это комплексные вещи, которые являются основанием для переговоров. И надо это четко понимать. Поэтому принуждение Киева, смена режима – это приоритеты. Будут ли брать штурмом? Ну, не думаю. Хотя, Александр, знаете, могут прийти и к советской логике, когда от немцев Киев освобождали от немецких захватчиков, логика какая была? Очень простая. Мы потом все отстроим. Да. Игорь Мосейчук был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо вам, Александр. Спасибо нашим уважаемым зрителям. Друзья, действительно входим в очень тяжелый период войны. Это новый этап войны. Он гораздо будет разрушительнее, чем предыдущие. Поэтому со всех сторон. Поэтому берегите себя, берегите своих родных, близких, детей. Подписывайтесь на канал Александра Шелеста. С вас лайк, репост, комментарий к этому видео. Я постараюсь на них ответить, на все вопросы, если возникли, запишем, ответим. И если есть возможность, поддержите Александра донатом. И будет вам счастье, и будет всем нам мир, и будем жить, друзья. Всем большое спасибо, что побывали на нашей встрече. Добра и света. Увидимся обязательно. До скорого. До скорого.